Доброго дня, добрые люди! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Кристина, и в этом видео мы разбираем майский выпуск Бурды за 2023 год. Несмотря на то, что все же это еще весенний выпуск, подборка выкроек в этом выпуске уже летняя. Одна из коллекций прям даже собрана для отпуска. Забегая вперед, скажу, что предыдущий выпуск был более насыщен трендами, тенденциями и на отпуск, как и на лето в целом. Там тоже можно было найти модели, но если говорить про этот выпуск, то он более спокойный в этом плане, хотя обложка у него и многообещающая. Кстати, обложка в разных странах может отличаться, тут тоже зависит от местных редакторов. Ну и переходя к коллекциям, а точнее к первой, как раз для отпуска, скажу, что она такая спокойная и больше базовая в отношении остромодности. Некоторые из моделей можно смело сшить и носить вне отпускного контекста, и эта коллекция состоит только из платьев под разные цели и под разные задачи, которые могут возникнуть на отдыхе. И тут мы видим сразу два платья, и одно из которых мы рассмотрим позже. А сейчас желтое платье из вискозы с застроченными складками по переду. Здесь непримечательный округлый вырез по горловине, плечо на месте, короткий рукав, выточки по груди и карманы по переду. Сзади есть кокетка, и в целом платье состоит из клиньев. Это такой вариант платья, когда нужно быстро накинуть что-то легкое, пойти на пляж и также быстро его снять и уже делать свои пляжные дела. Причем тут есть карманы, что я считаю удобством в этой модели. Такие платья на подиумах тоже есть, причем даже на осень, потому что это быстро шьется, удобно в использовании и такое непритязательно относительно фигуры. Мы можем быть любой комплектации, платье абсолютно не акцентирует на этом внимание. И вот такие отстрочки тоже мелькают то тут, то там, поэтому эта модель вполне имеет место быть. Далее идет платье с запахом из вискозы с очень акцентным принтом. За счет того, что светлый крупный узор напечатан на черном фоне, еще и кант добавляет контраста этому платью. Поэтому оно выглядит таким контрастным, таким ярким. У платья есть нагрудные выточки, кокетка спереди и сзади, и от кокетки идут сборки. Рукав-фонарик снизу на манжете, юбка заканчивается воланом, что сейчас тоже довольно популярно, и сдерживают от распахивания всю эту конструкцию, пояс и кнопки совместными усилиями. Такое платье вполне можно представить в пляжном баре, о чем нам как раз таки намекают эти фотографии, да и в городе оно будет также уместно смотреться. Запах это всегда удобно, эффектно и почти везде уместно. По этой причине эта конструкция всегда в каком-то количестве присутствует на показах, так что платье не останется невостребованным. Девушки, которые готовы кропотливо пришивать до 13 метров канта, впоследствии будут по достоинству оценены, я думаю, особенно теми, кто шьет. Дальше идет платье, вообще которое, как мне видится, можно использовать и в пир, и в мир. Платье из поплина с ярким акцентным, опять же, принтом, вырез лодочка, спереди мы видим по горловине бантовую складку, нагрудные выточки, сзади есть талиевые выточки и крой платья трапециевидный. Абсолютно везде можно найти применение такому платью, как в офис, так и в город, так и на пляж, и вообще абсолютно везде. Можно даже, если подобрать подходящую ткань, эту модель сшить и для какого-то вечернего выхода. Покажу вот несколько вариантов с подиума. Это как раз идеи для вечернего события. А рядом платье размахайка. Это уже 100% летний отпускной и даже пляжный вариант. Естественно, из-за вот этих всех воланов и оборок на него уйдет огромное количество ткани. У этой модели действительно большой расход, но в пошиве оно достаточно простое. Это платье с цельнокроенным рукавом и прямоугольными сборками, нашитыми определенным образом. Ничего сложного здесь нет в пошиве, хоть и не быстро. Дальше идет красное платье из вискозы, которое я не очень-то, впрочем, поняла. Здесь есть нагрудные выточки, V-образная горловина, плечо на месте, короткий рукав, и вот пошло множество деталей, которые мне непонятны. Подрез под грудью, отрезная талия, кокетка с выточками, и только потом уже юбка, и по юбке сзади шьются. В общем, эти вот 3 горизонтальные линии, это, конечно, интересно, но сильно как-то замысловато. Вот дальше будет платье сестра, и там мне оно уже будет более понятно. А это платье больше
наверное, на вечер прогуляться по променаду, посидеть в кафешке, поесть мороженого. Вот такой какой-то у него посыл. Дальше еще одно вечернее коктейльное платье из твила. Конечно же, тут мы видим бант, так как банты стали актуальны везде, уже проникли. Вот Бурда тоже решила у себя на страницах отметиться таким бантом. Конструкция у платья понятная, незамысловатая. Это корсаж. К нему пришита юбка из прямоугольника, заложенная в складки, молния в боковом шве и декорация в виде банта. Для пикантности можно сшить корсаж тельного цвета, а бант и юбку поярче, чтобы вот с первого взгляда было ощущение, что надета только юбка и бант. Так люди будут задерживать внимание, пытаться понять наряд, разглядывать. Ну, это, конечно, если нужно внимание. А на подиумах, безусловно, есть и такие платья, и банты, и вообще это все востребовано и популярно. Это выкройка вот один из трендов в этом выпуске. Дальше рассмотрим платье на запах. Вот здесь сшито оно тут из хлопка в полоску. Это немного модифицированная выкройка предыдущего платья на запах с узором пейсли. Но за счет изменения некоторых деталей и выбора тканей и цвета выглядят они, конечно, совершенно по-разному. И тут рядом то самое платье, которое мы видели в начале выпуска. Эту модель смело можно и сарафаном назвать. Такое легкое летнее платье, и за счет принта еще и поднимающее настроение платье. Сшито из вискозы, но это, я думаю, не принципиально. Подойдет любая ткань, которая уляжется в эти сборки. Даже трикотаж вполне подойдет. Можно в область груди вставить чашечки и носить этот сарафан без белья, если кого-то это смущает. Но тогда на лиф нужно будет ставить подкладку. К слову, без белья вот это платье тоже можно снабдить такими чашечками. И вообще не думать, какое белье подойдет. Очень похожее платье я как раз так уже шила. Так, и вот еще это платье на запах вполне можно носить с брюками. С брюками, с водолазкой. Но это, конечно, уже не про отпуск и даже, скорее всего, не про лето. Таким оно может быть вот универсальным. Дальше идет простейшее платье футболка с цельнокроенным рукавом. Вот здесь оно, вот здесь показано. Здесь есть разрезы в боковых швах. Для обозначения талии тут добавлен поясок, а сшито платье из плиссе. Вполне подойдет и трикотаж, если укрепить шов по плечу. И вместо обтачки по горловине можно пришить подходящую рибану. Такое простое, быстрое платье для отпуска. Так. Это у нас завершение подборки на отпуск. Приталенное платье-рубашка из модала. Опять мне не очень понятен поперечный шов по линии бедер, но от него, конечно, можно и отказаться, но можно использовать, если от линии бедра пришить юбку ярусами. Получится такое нетривиальное платье-рубашка. Конструктивно это самый настоящий рубашечный крой. Исключая низ рукава, здесь рукав собран на резинку, кокетка по спинке, талиевые выточки спереди и сзади, нагрудные выточки, словом, максимально приталенное платье, что сейчас как раз, как мы знаем, опять вошло в моду, я имею в виду приталенность. Так что платье достаточно актуальное. И дальше как раз примеры стилизации этого платья в разных стилях. Здесь есть образ для пляжа, бизнес-вариант и как вариант такой расслабленный casual стиль. Дальше идет мастер-класс по пошиву платья 123 и следующая коллекция. Так, следующая коллекция у нас на тему романтики. Здесь сразу платье, которое еще свежо в памяти, но уже без горизонтальной линии и из ткани, напоминающей кружево. Здесь написано, что оно сшито из деграде. Это для меня новое название. Я не знаю, что это за ткань, однако можно брать почти любую ткань на эту модель. Очень красиво все-таки, когда подчеркнута талия, когда плечо на месте, еще и эти оборки по низу рукава, очень нежно и очень романтично. Так, в эту коллекцию добавили еще и детские модели, как мы можем наблюдать. И это жакет с отложным, прям очень кукольным воротничком.
Жакет прямого кроя, сзади встречная складка и отделка кружевными тесемками по воротнику и по низу рукавов. Дальше на странице брюки. Широкие прямые брюки из жаккарда со складками по переду и выточками сзади. Боковые карманы с подкройным бочком и молния в боковом шве. И самым нежным и романтичным здесь является отделка тесьмой из букле с жемчужными бусинами. Я это говорю, и мне прям во рту вкусно от этих слов. Брюки, безусловно, отлично вписываются в тему коллекции и отвечают всем вообще шаблонным и не шаблонным понятиям о романтичности. Далее идет платье, и как тут написано, платье для первого причастия. Я знаю, у католиков есть традиция наряжать девочек в белые нежные платья на такое событие. Сюда как раз подойдет и вот предыдущий жакет, если сшить в цвет платья. Конечно же, эта модель может быть сшита и на другие случаи, в том числе просто как летнее платье, смотря у кого какие цели. И переходя к следующей странице, мы видим блузу из шамбре, по выкройке которой вполне можно сшить и платье. Обычно бурда так делает, дает блузу и платье по одной выкройке, но здесь это не тот случай. Конструктивно здесь все не очень сложно. Плечо по размеру, талиевые выточки спереди и сзади. Спереди застежка на воздушных петлях в виде украшения и сзади застежка на потайную молнию. И давайте уже про рукав на десерт. Рукав длинный, расширенный к низу и собран фонариком на манжет. А манжет украшен буфами. Как же это красиво и изящно. Я вот буфы последний раз видела на трудах, когда мы их сами же и делали. Не прошло и вот 20 лет, да, и вот опять. Рада такому элементу. Не скажу, что буду шить эту блузу или вот такие манжеты, но буфы нынче это что-то необычное, что-то особенное. И меня этот факт наличия буфов в журнале приятно удивил. Идем дальше по списку. Так, здесь у нас прямая юбка со складками по талии из ткани, похожей на букле. По крайней мере, сшить юбку можно из букле, однако лучше букле сажать, конечно, на подкладку. У этой модели подкладки нет. Это прямая юбка на поясе, украшенная по бокам широкой кружевной лентой. Молния сзади, и там же есть разрез по среднему шву. Выбор ткани и кружева соотнесены как раз с романтикой, с нежностью, с воздушностью. Все как того требует тема коллекции. И тут на странице еще есть блуза на девочку по мотивам предыдущего платья таких же размеров. Тоже украшена тесемками и тоже все нежно и романтично. Дальше идет футболка с длинным рукавом со множеством кружевных лент. По горловине, по низу изделия и рукава обильно украшены кружевами. Материал выбрали ажурный трикотаж на эту модель, однако он у меня ассоциируется с нижним бельем, хотя цвет и само изделие уводит от таких ассоциаций. Про саму конструкцию сказать нечего, в принципе это простая футболка, выкройка футболки. Рядом мы видим приталенный жилет с округлым воротником из смеси льна и вискозы. Притален он за счет 4 выточек спереди и 2 выточек сзади. И еще средний шов тоже выполняет функцию приталивания. Чтобы не выбиваться из темы романтики, здесь использовали пуговицы в виде жемчужин и добавили отделку по воротнику и по проймам кружевными тесемками. Относительно актуальности жилетов мы уже все знаем, это сейчас востребовано, популярно, и на подиумах жилеты сейчас активно распространены. А мне вот хочется добавить остроты углов у воротника, но так как это романтическая тема, здесь в принципе этот округлый воротник, конечно, уместно и красиво смотрится. Далее мы можем наблюдать блейзер. Блейзер с пластроном из вискозно-льняной смеси. Пластрон застегивается на пуговицы и далее ниже пуговиц нет. В шве стачивания пластрона. Так, заново давайте. В шве стачивания пластронов с основным изделием заложены нагрудные выточки и пластрон. У меня какая-то проблема с этим словом. И пластрон по периметру обнесен рюшами. Как вот такое твердое указание на романтику.
Сзади есть рельефные швы и шлица в среднем шве спинки. Переходим к рукавам и видим, что рукав начинается от плеча, которое на месте, и заканчивается элементом, который похож на нарукавники. У меня вот они, по крайней мере, ассоциируются с вот этими клерками, корпящими над бумагами, над документами. Но в данном случае они тут смотрятся гармонично, адекватно, к месту, отторжения не вызывают. И получается вот такой романтичный, нежный образ. Кстати, воротник здесь, это воротник-стойка. Никакого отложного воротника здесь нет. Рядом платье, которое мы уже обсуждали, вернее не платье, мы обсуждали похожую выкройку, и там была немножко другая юбка. А вот эта юбка мне видится более подходящей этой конструкции платья. Здесь для меня, по крайней мере, понятно, кокетка по юбке, понятен вот этот поперечный шов, для чего он там, что к кокетке пришита юбка со сборкой. Ну, еще воланы здесь добавили по рукавам для большего романтического такого эффекта. Похожие силуэты на вот такое платье можно встретить и на подиуме. Еще одной моделью романтической темы стало платье на бретелях из вискозы. Это платье мы также разбирали. Здесь оно украшено кружевными тесемками и выбран такой мелкий цветочный принт. А если у вас остался еще остаток ткани от пошива платья, то вполне можно сшить платье и на девочку. Здесь можно его увидеть. Дальше идет мастер-класс по пошиву как раз этого платья. Можно будет все это рассмотреть. И трендовая модель на свадебную тему. Это платье из гипюра с кружевом. Оно могло бы продолжить тему романтики, но здесь его вынесли за скобки и преподнесли отдельным трендовым элементом. Это свадебное платье. Здесь плечо ровно по размеру, длинный рукав, по рукаву снизу сборка. То есть не сборка, а по рукаву снизу пришит волан на сборке. Платье отрезное по линии талии, хорошо посажено на фигуру за счет талиевых выточек сзади и нагрудных выточек спереди. Юбка расклешенная к низу и сверху слегка присборена. В среднем шве спинки застежка на пуговицах и воротник-стойка. Крой совсем не сложный, очень понятный. Подобные платья часто встречаются, я даже одну такое шила. Однако выбор материалов делает из этой выкройки прекрасный свадебный наряд вот в данном случае. И главное, в нем удобно. Ничего не сползает, не вываливается, дышать не мешает. Насколько вот оно выглядит воздушно, так себя в нем и ощущаешь. Можно сшить из любых тканей это платье. Эта выкройка уложится в любую платьяную ткань, из шифона в том числе. Подиумные варианты можно вот здесь рассмотреть. Никуда далеко ходить не нужно. И дальше, вот здесь на странице показаны детали. Поближе горловина, рукава, как выглядит спинка, все вот нежно и изящно. Так, ну и перелистывая страницу, сразу попадаешь с корабля на бал. Точнее наоборот. Сначала была тема каникул, отдыха, потом романтика, порхали бабочки, затем нежное воздушное платье. И вот настали будни, да? Офисная одежда, пора работать. Хотя тут и офисная одежда с налетом вот изящества и праздника, по крайней мере вот здесь, вот в этом образе. Топ по мотивам платья и прямые зауженные к низу брюки простого и понятного кроя из шерсти. Спереди и сзади по талии выточки, заутюженные стрелки и молния в боковом шве. Все, идеальные базовые брюки. Больше добавить тут нечего. Далее модель на основе выкройки уже увиденного блейзера. Здесь это позиционируется как летнее пальто из жаккарда, хотя оно, наверное, больше напоминает сюртук. В хорошем смысле этого слова. Абсолютно те же самые линии, только добавлены карманы. Пластрон уже здесь ничем не украшен. Двушовный рукав, воротник-стойка и застежка также застегивается в пределах пластрона, а дальше борта расходятся в разные стороны. Вот я неправильно сказала, пластрон ничем не украшен, это неправда. Здесь пластрон окантовывает кант. И если в первом варианте я понимала, для чего там пластрон, там добавили рюши по периметру, это все было таким украшением, а в этом случае мне кажется, что можно сшить летнее пальто и без пластрона. Хотя это вот такая изюминка и индивидуальность в крое. В целом, в принципе, выделенный кантом пластрон вообще не портит картину. Она скорее даже украшает, да? Ну и еще раз, это выкройка, опять видоизмененная основа.
В данном случае это блейзер с двушовным рукавом. Пластрон здесь ничем абсолютно не выделен. Сшит жакет из смесовой ткани. Давайте немного вот раскроем тему пластрона, раз уж тут так настойчиво он предлагается. На подиумах в актуальных показах достаточно широко используется такой прием, чтобы привлечь внимание к груди, к зоне груди. Поэтому, наверное, и Бурда тоже не оставила в стороне своих пользователей, предоставив им возможность внедрить такой элемент в свой гардероб. К этому блейзеру добавили юбку из такой же ткани, и получился на выходе, вот она юбка, а вот он на выходе типичный офисный костюм, но с претензией на индивидуальность. Тут и блейзер непростой, и юбка не вполне классическая. Здесь есть складки по переду, как мы видели это в коллекции про романтику. Там еще были кружева добавлены. Еще раз платье с многочисленными поперечными швами. Здесь по этим швам идет отделка кантом. И выполнив это платье из ткани в клетку, мы получаем офисный вариант. В отличие от красного платья по этой же выкройке. Дальше тут идет топ. Тут написано вообще блуза из шелкового шифона. Этот топ, эта модель без рукавов, сзади по горловине застежка на завязках. Есть нагрудные выточки, и весь изюм этой блузы в отделке горловины и пройм. Их обработали роликовым швом, иногда его называют ролевым швом, и сделали сборку. Получилось воздушно, немного легкомысленно, иногда и на работе нужно разряжать обстановку, не всегда же ходить в чем-то строгом. Рядом очень интересный элемент гардероба – пулундер. Признаться, я такое слово читаю впервые, по мне так это безрукавка. Но пулундер так пулундер. Сшит он из вязаного полотна, однако горловина тут обработана обтачкой, остальные срезы подогнуты и отстрочены двойной иглой или распашивальной машиной. Такой вырез часто мелькал на показах, поэтому пулундер может стать актуальной частичкой в гардеробе. И еще раз жилетка уже без кружева, но все с тем же мягким, округлым, отложным воротником. Вот в этом варианте мне очень не хватает острого угла по воротнику, но тут все, конечно, дело вкуса и привычки. Почему бы в офис не надеть вот такой округлый воротник? А завершает коллекцию блуза из сатина с бантовой складкой по горловине. Можно сшить платье вот по этой выкройке, а можно сшить и блузу. Почему нет? Бурда так, как я уже говорила в начале где-то обзора, Бурда так очень часто делает. Так, дальше рассмотрим предложенные варианты стилизации моделей из бизнес-коллекции. Это топ и брюки. Можно собрать женственный образ, а можно и более расслабленный. Однако оба варианта вполне подойдут для офиса. Еще в журнале есть выкройка и инструкция, как сшить вот такой пояс с отсылкой на Fendi. И дальше. Что у нас дальше? Мини-обзор на следующий выпуск, который мы с вами уже полностью просмотрели в Telegram. После разбора этому выпуску я поставлю твердую 3 из 10. Это вот из-за свадебного платья. Несмотря на то, что нет никакой такой какой-то особенности, вся особенность, конечно, в выборе материалов. Ну и по мелочи, для лета здесь есть варианты, словом, есть что захотеть сшить. Я была рада провести приятно с вами время и увидимся в других моих видео. До новых встреч, пока!